Да, вы все правильно поняли. Это снова я снимаю видос про всякие ужасы на 20 с лишним минут. Последний такой ведь много собрал, ага. Сегодня я расскажу вам про еще один проект от Ghost Tundra под названием Bug Murders. Он был создан для проходившего в 23 году ивента The Novak Film Jam Festival, который я, правда, не смотрел, потому что... Да, но так или иначе, там еще много чего интересного. И если вы хотите, чтобы я разобрал какие-то другие аналоговые хорроры, на которые до этого всем было до лампочки, то пишите в комментарии свои предложения. Да и в принципе что-нибудь там пишите. Мне будет интересно почитать. Ну все, я закончил свой нудный спич на ютуберском, так что давайте погружаться в сегодняшнюю историю. Полную чернухи, несправедливости и разбитых судеб. Действие разворачивается в ноябре 2004 года. Совсем недавно был задержан серийный убийца, несколько лет бесчинствующий в бразильском мегаполисе Сан-Паулу. Им оказался иностранец по имени Чарльз Эшвард. На его счету находится 11 потенциальных убийств, из которых пока удалось подтвердить только 4. Судя по всему, в шкуре следователя мы просматриваем информацию о душегубе. А затем нам дают возможность провести с ним личную беседу, из которой, правда, мы мало что узнаем. Имена. Я не запоминал имен. А смысл? Когда я их замечал, в моей голове они уже были мертвы. Это почти как убить насекомое. За все время расследования он ни разу не произнес имен тех, кого отправил в мир иной. В сознании Эшварда список его жертв скорее похож на коллекцию энтомолога. Он назвал лишь подтвержденных жертв, что дает некоторую почву для размышлений. Если эти 4 девушки для него лишь букашки, то за кого же он считает тех, чье убийство еще не подтверждено? Должно быть, заядлым любителям программы уже стало интересно, что творится в голове у этого безумца. Однако, в этот раз история пойдет не о поехавшем маньяке, а об убитых им насекомых. Первой жертвой Эшварда в 2001 году стала Алекс Нагана, она же девушка-муравей. Ей было 28 лет. Она родилась в семье иммигрантов из Японии и работала в 2 местах, чтобы в одиночку прокормить себя и своего сына. Как подмечали ее коллеги, она была невероятно смышленой, особенно в отношении дела всей ее жизни – программирования. Она была образцовой матерью, а также прилежной и примерной девушкой, работающей не покладая рук. К сожалению, ей не повезло попасться под руку ублюдку, о котором на тот момент никто даже не подозревал. Последнее воспоминание.
marked your time on the clock. Now there isn't much long. If you knew this was your last day on earth, what would you do? Would you be angry, upset at the world, or would you gladly just go? 1097, we've got a 197 at the scene confirmed. 1054. 1097, we've got a 197 at the scene confirmed. 1054. 1097, we've got a 197 at the scene confirmed. 1054. 1097, we've got a 197 at the scene confirmed. 1054. I found it in the dumpster. It looked like the head of a person. Yellow liquid poured from the eyes, and there were ants crawling all around inside. With your eyes goes the summer nights, memories of a lifetime. I'm sorry, man. The end is nigh. I hope you at least had an okay time. Судя по сохранившимся воспоминаниям и скрытым посланиям, после нападения девушка еще какое-то время оставалась в живых. Находясь в мусорном баке, куда Чарльз выбросил ее в попытке замести следы, она все еще могла дышать, отчасти видеть и, самое страшное, чувствовать боль. Страшное по той причине, что вскоре ее еле живое тело нашла колония муравьев. Они уже не воспринимали девушку за живое существо и принялись ползать по ней, отрывать кусочки плоти. Затем они начали пробираться под кожу, в рот, в глаза. Таким мучительным образом и закончилась ее жизнь. Эпизод завершается все теми же меланхоличными строками, что и в начале, взятыми, к слову, из трека Temptation от группы New Order. Вполне возможно, что эта песня стояла у девушки на рингтоне. И прямо сейчас, изнутри мусорного бака, мы слышим звонок ее сына Коула, волнующегося о том, почему его мама до сих пор не вернулась домой. Грустная история. Однако, какой в ней смысл, спросите вы? Да и в чем, казалось бы, интрига, ведь маньяк уже известен и даже пойман. Но, начиная уже с первого эпизода, Тундра мастерски развешивает чеховские ружья. Задает вопросы, на которые зрителю интересно узнать ответ. Например, кем были остальные жертвы? И почему Эшвард выбирал именно их? Почему полицейская база данных устроена настолько вычурно, и почему мы тут и там видим своеобразные послания во время загрузок? Словно операционная система кем-то одержима. На самом деле в сериале огромное количество еле заметных деталей, дополняющих картину происходящего. В основном они визуальные и скрыты на заднем плане, но в особенности я хочу отметить креатив, который Тундра вложила в так называемую муравьиную песню. Между куплетами, которые, к слову, поет сама Тундра, внезапно появляется мужская партия, в которой произносится на первый взгляд несвязный набор цифр. 1097, we've got a 197 at the scene confirmed. 1054. 1097, we've got a 197 at the scene confirmed. 1054. На самом же деле эта фраза имеет точный смысл. Не могу сказать, как дела с этим обстоят в Европе и СНГ, но в полицейских силах США и Британии распространены так называемые TEN-коды, или сигналы 10, созданные для стандартизации радиопереговоров. Всего существует более сотни TEN-кодов, и каждый из них отвечает за определенную фразу. В нашем же случае 1097 означает «прибыл на место преступления», а 1054 – «обнаружено тело». Увы, полиция не успела вовремя. К тому моменту убийца уже и след простыл. И останавливаться на достигнутом Эшвард, увы, не собирался.
с ней очень легко расстаться. Именно это я и хотела сделать. Но появился ты и решил притвориться для меня Богом. Хотел стать повелителем, которого я была лишена. Повелителем мух. Из своей изуродованной оболочки я вылезла в виде насекомого, что будет преследовать тебя вовеки. Но я уже давно не человек. Я была насекомым еще до того, как возник ты. Была ничем. Теперь же я стала твоим ночным кошмаром и буду преследовать тебя вовеки. Второе подтвержденное убийство случилось в 2002 году. На этот раз жертвой стала Энджи Ларсон, она же девушка-муха. На момент смерти ей было всего 18 лет. В сравнении с предыдущей жертвой в жизни ей повезло гораздо меньше. Будучи дочерью в семье свидетелей Иеговы, в 14 лет она отторгла семейную веру, что поставило крест на ее дальнейшей жизни. Ее собственная семья отказалась от нее, и единственное, что ей оставалось, чтобы не умереть на улице от истощения, это стать работницей секс-услуг. Напоминаю, на тот момент ей было всего 14. Хотя, вас вообще волнует ее история? Она была обычной проституткой, кому какая разница, что ее убили? В конце концов, это даже не полноправный член общества. Он четко обозначил свое мнение в отношении проституток. Он их ненавидит, как и многие другие. Мы, как полицейские, продолжим задерживать их. Но вот теперь потрошитель убивает порядочных девушек. Это показывает твое психическое состояние и то, что тебе нужно обратиться за психологической помощью. Ты ясно выражаешь свою позицию. Сдайся, пока не пострадала еще одна невидная девушка. Кто-то из них был проститутками, но худшая часть этого дела в том, что остальные ими не являлись. Последние 6 нападений были на совершенно порядочных женщин. Читая полицейский отчет, ты совсем не ожидаешь увидеть подобного отношения к жертвам. Однако ситуация становится куда печальнее, когда ты осознаешь, что это слова реального криминалиста. Цитата принадлежит Джеймсу Хобсону, полицейскому, расследовавшему дело о йоркширском потрошителе. С одной стороны, это слова из конца 70-х годов прошлого столетия. Но ни контекст, ни другие времена, ничто не способно оправдать сказанное им. По сути, Хобсон открыто принизил значимость убийства множества женщин лишь в связи с их профессией перед целым обществом. Но, как бы то ни было прискорбно, на практике этот случай далеко не единственный. Даже доблестным защитникам правопорядка на самом деле по большему счету плевать на жертв. Это просто лишние строчки в файлах, пылящихся на архивных полках и жестких дисках. Как еще объяснить то, что имена файлов с информацией о жертвах названы в честь соответствующих насекомых на латыни, а их настоящие имена не отображаются даже в отчетах, словно они были вычеркнуты из истории за ненадобностью. Даже если человек выпадает за рамки твоего представления о порядочности, его жизнь и судьба равнозначно важны и ни в коем случае не должны быть выброшены на задворки истории. С девушкой-мухой в сущности произошел тот же случай. Дальнейших жертв можно было легко избежать, но предрассудки победили здравый смысл. Криминалисты перестали интересоваться поимкой Эшфорта, ведь он переключился на тех, кого легко убить безнаказанно, что развязало мрази руки. Последние раз полминуты. Не успев понять, что происходит, девушка-муха устремилась к земле.
Мимо пролетали размытые окна зданий, и все ближе становился твердый асфальт. Это был весьма редкий момент, когда можно пожалеть, что человеку не было суждено родиться насекомым. Ведь на такой случай у нее были бы крылья. Показания очевидца дают нам понять, что после ужасного падения девушка смогла прожить еще несколько минут. Пронизываемая нестерпимой болью, она что из сил пыталась вдохнуть воздух, но с головы до пят заполнялась лишь ненавистью. Подытоживает эпизод неутешительная статистика. 73% жертв серийных убийц составляют женщины. 23% из них – работницы сферы секс-услуг. Полиция старается не замечать их очевидную уязвимость, считая, что они подставляются под удар по собственной вине. Всю ответственность перекладывают на жертв, что при жизни были непорядочными женщинами. Тем временем СМИ стараются преподнести историю об очередном потрошителе, упоминая их лишь как числа в повествовании. Тебе нужно быть невинной, чтобы вызвать жалость у публики. Убийцы чаще целятся в проституток, поскольку мы не считаем их за людей. Смерть девушки-мухи была равнозначна гибели обычной мухи. Ну что ж, предлагаю еще раз пройтись по всей информации, что мы получили из 2 рассмотренных эпизодов. За 2 года полиция так и не приблизилась к поимке маньяка, что совершал нападение на ни в чем не повинных женщин. Что иронично, на убитых как самому маньяку, так и всем остальным было плевать. Вместо освещения загубленных душ, журналисты хватались за возможность поведать читателям очередную историю о страшном убийце. Но стоит учитывать, что они лишь следовали спросу. Так уж устроена человеческая психика. Людям интересно читать и слушать истории про ужасных людей, совершающих ужасные вещи, и впоследствии несущих за это наказание. Для одних это способ погрузиться в мрачную историю и прокатиться на эмоциональных качелях. Для других – утоление естественной жажды к насилию. Как раз по этой причине и пользуются популярностью True Crime и передачи наподобие Следствия вели. Не забудь. То же самое коснулось и аналоговых хорроров с выходом сериала «Художник», более известного в народе как Urban Spook. Его автор взял вектор на раскрытие личности убийц, в то время как жертвы позиционируются лишь как предлог к новым посмертным картинам. Замени их обезличенными Джоном и Джейн Доу, и сюжет не изменится ни на йоту. Бак Мёртвс буквально является ответом на творение Урбанслага. Его зеркальной противоположностью, где маньяк является лишь предлогом к раскрытию 4 жертв из разных слоев населения и поднятию важных тем, о которых не принято говорить в современном обществе. Но, увы, Бак Мёртвс не снискал большой популярности. Черт, до этого ролика по сериалу был буквально один обзор, и тот на португальском, в то время как об Urban Spook в свое время не слышал только ленивый. И сейчас он является пусть и противоречивым, но однозначно культовым произведением интернета. Как и говорилось в трейлере, насекомые гибнут, а их убийцы живут вечно. На данный момент 2-й эпизод является последним, но, как можно догадаться, в планах у Тундры выпустить еще 2. Прямо сейчас я не собираюсь строить теории по поводу того, что нас ожидает, но на каждый из новых эпизодов по мере их выхода от меня будет обзор. Однако уже сейчас продолжение вызывает во мне жгучий интерес. Ведь уже на данный момент нам точно известно, что следующую жертву, девушку-таракана, зовут Жюль Эшвард. Но стоит учитывать, что они лишь следовали спросу.
Ебать. Вот это да, нахуй.